Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, зима, снежок выпал, а это означает, что нужно попробовать на Т-16 чистить снег, испытать его, способен ли он вообще в такую погоду чистить и помогать нам здесь по хозяйству. На улице было минус 12, сейчас где-то минус 6, и я хочу попробовать его запустить. Минус на улице, в душе плюс. Обычно, кстати, плюс на минус что дает? Короткое замыкание, да. Вот, скорее всего, короткое замыкание у меня в мозгу и приводит к тому, что я пытаюсь запустить наш Т-16 в мороз. Сейчас попробую. У меня есть план. Чуть-чуть погреть коллектор впускной, пшикнуть живительной влаги. И, надеюсь, он запустится. У нас были еще проблемы с топливным насосом. Они сейчас есть, там подтекает. Вот, это тоже может нам создать определенные проблемы. Вообще в детстве эти трактора мы запускали факелом. То есть делаешь факел, и он всасывает воздух теплый. Сейчас посмотрим. Многие из вас писали, что здесь свеча должна быть. У нас, к сожалению, это все заглушено, стоит заглушка. Нету. Сейчас проверим, крутит он вообще или нет. Пусть чуть-чуть прогреется, я переделаю штуцер обратки. Там у нас есть утечка, нам нужно переделать. Насос работает, поэтому ему сейчас туго, он под нагрузкой. Пусть прогревается, маслица, поработает чуть-чуть. И тогда мы его подделаем там. Слушайте, ну первое впечатление, все огонь.
Ну, подровнял немножко забор. Вы все в комментариях писали, давай выровняй забор. Ну вот, чуть-чуть подровнял его, все, теперь будет четко. Ну, а снег копать этой штукой, конечно, не очень удобно. Ну, такое себе. Сейчас поверну лопату и просто здесь выгребу, подровняю. В общем, сейчас будет все красиво. Шасик — вещь. Но нужно делать топливо. Очень сильно бежит, но пока что работает. Вот что за глюки были в прошлой серии с нашим этим, насосом, непонятно. Друзья мои, я считаю, что пердунок справился со своей задачей на ура. Все очищено. Ну, забор жалко, ничего не поделаешь. Но сейчас хочу чуть-чуть ему здесь вот доработать выход обратки, потому что там у нас плывет. Нужно вытачивать переходник. И этот переходник закрутить глубже, а в переходник уже вкручивать клапан давления. Вот на обратке здесь стоит. Поэтому такая проблема, что уходит топливо, и, соответственно, не совсем есть давление в насосе. Вот. Так что сейчас попробуем это устранить. Наша задача сейчас сделать переходник, который вкрутится в насос, а потом в этот переходник вкрутится вот этот клапан. Вот такая у нас задача. Потому что у нас резьбы много в насосе, а, к сожалению, клапан туда еле-еле вкручивается. Поэтому сейчас делаем плотненькую резьбу здесь. Вкручивался, чтобы плотно очень наш клапан. И там делаем на штуцере чуть подлиннее резьбу, чем вот эта резьба на штуцере, чтобы у нас там хорошенько все зажалось. Руки замерзли, без перчаток не могу, к сожалению. Если не зацентроваться, то сверло потом вот так вот сделает и будет не по центру, а отверстие будет смещено по-любому, потому что каждый раз такая проблема. Сверлим отверстие, чтобы нарезать резьбу 14,5. Вот чтобы сюда у нас вкручивался вот этот штуцер. Я уже приступил к проточке противоположной стороны. Ее нам нужно проточить до 14 мм и нарезать резьбу 14 шаг 1,5. По чуть-чуть снимаем по миллиметрику, не спеша. Тут спешить нельзя. Проточил и теперь нарезаю резьбу, которая будет у нас вкручиваться в топливный насос. Осталось мне только просверлить отверстие и сделать под ключ 2 пропила таких, чтобы мы могли ключом зажимать. Резьба получилась плотная такая, очень красивая. Вот то, что надо. Сверлим отверстие на 6 и все будет четко. Важно, чтобы на выходе во второе отверстие оно не ломанулось, иначе будет косяк. Все, по-моему, прошло. Да. Вот такой штуцер-переходник у меня вышел. Сейчас, я думаю, мы здесь сделаем проточечку, ну, чтобы уже ровно, аккуратно было. И после этого будем пробовать это все устанавливать. Ну, вот такой у нас штуцер получился. Здесь под ключ на 19. И наша задача сейчас будет закрутить его в насос, а сюда закрутить клапан. Берем новые шайбы и пробуем. Главное, чтобы ключа здесь хватило захвата. Доброе утро, друзья. Ну что, сегодня у нас не ремонт, сегодня у нас наведение порядка. Потому что нас засыпало так, что не подойти ни к одной машине. Вчера чистили амкадором. К сожалению, пришлось нанимать погрузчик. Зря я, наверное, продал Ханамаг, но что не делается, все делается к лучшему. Как только я продал Ханамаг, так сразу снег начал сыпать прям как из ведра. Вот, и немножко тут подломали наши ворота мы. Но сейчас расчищу и все это вернем в нормальное состояние, потому что так нельзя. Ну и здесь, чтобы вы понимали,
Первое, что мне предстоит, это прокопаться к дровам. Так что сегодня наша основная задача копать, копать и копать. Дракоша вырвался, так что сейчас будем расчищать снег. Но я считаю, что с большего Т-16 справился со своей задачей. Здесь этот снег вытащили. Да, неудобно мешает ковш и мешают лапы, конечно, да. Не могу заехать вовнутрь между двумя машинами. Боюсь разбить стекло в БРДМе. В общем, опасно. Ну а следующее, что нам нужно сделать, это очистить вот этот снег. Живой. Пробиваем целину. Нужно нам еще почистить выезд задний. Вроде бы бьет немного. Из салона это выглядит вот так. Ничего не видно.
Еду на блокировке. Вот так едет. У нас там собачьи свадьбы какие-то. Стоять. Главное, чтобы не забуксовал. Ну, отвел душу на БРДМе, классно, поносились по снегу, вообще обалдеть. Сейчас накачиваем шины, стоит, работает. Отопитель я вроде сделал, но, наверное, все-таки нужно будет ставить вибасточку,
чтобы включил и было тепло в салоне. Вот, так что будем заниматься дальше нашим проектом. А еще произошло маленькое ЧП. Я шел, как головой дался об ковш на Т-16, вот об этот, и отколол кусок зуба. Ощущение капец, на лбу шишка, разбил до крови, и вот как-то так получилось, что отколол зуба кусок. Это самое страшное, да? Ну что ж, вот такая у нас сегодня веселуха была зимняя. Но самое главное, что наш Т-16 справляется с работой. Он расчистил все, он все выполняет задачу свою. Единственное, да, не очень быстро это происходит. Сцепление с дорогой ему тоже маловато. Но вот там он даже по снегу шел и прочищал себе. То есть, ну, все-таки более-менее нормально. Если, конечно, еще бы на него цепи какие-то придумать, было бы вообще супер. Но, видите, просвет там маловатый, будет цепляться за крыло цепь. Поэтому пока что посмотрим, что будем и дальше с ним делать. Ну вот, выручает, и это уже хорошо. Вот такой у нас чистый двор. Все прочищено, все красиво. Сегодня мы начинаем заниматься зилком. Чуть-чуть тоже его подтянем, пока на улице у нас минус 20. Очень холодно, просто лютейшие крещенские морозы, поэтому мы будем копошиться в гараже. Наша задача самая первая — это разобраться с топливным баком, потому что, как вы помните, у нас постоянно глох наш зилок, он не мог тянуть из бака. Здесь бак очень сложный, внутри встроена система подогрева, два заборника на вебасту отдельно на основную систему. Поэтому будет весело явно, но начинаем мы с того, что сольем топливо. Юра позади уже этим занимается. Друзья, всем привет! Ну что, сегодня мы используем насос Юриса. Да, вот, пожалуйста. Огромное ему спасибо. Вот Юра почему-то решил его использовать. Просто поленился шланг опустить в канистру. Ну, неважно, так, видимо, веселее. Уже слили 60 и вот почти 80 литров. Так что зилок даже был достаточно хорошо заправлен. Разница в том между насосом и шлангом. Со шланга ты много выпьешь солярки, большой расход получается. И не разольешь. А когда шлангом сливаешь, то велика вероятность разлить. Но не в нашем случае, конечно. Так что сейчас сливаем топливо. Еще нам нужно будет слить антифриз, потому что там патрубки вряд ли нам удастся заглушить. Но выглядит это так. Вот просто включаешь на аккумулятор и все вот работает. И перекачивает. Перекачивается в канистру. В канистрочке, когда вот здесь видно, выключаешь. Я сейчас залез под ЗИЛ, сливаем антифриз, потому что без слитого антифриза нам не снять бак. Ну вот почти уже он слился. Наверное, 20-ка слилась точно. Но остальное, если уже там потеряем, ничего страшного нет. Вон два патрубка, которые как раз идут на бак. Вот их сейчас нам тоже нужно будет отсоединять. Открутили по периметру весь бак, и сейчас он держится у нас на трубках. Вот, снизу подставили слончик, потому что не можем доползти, добраться до датчика уровня, чтобы его отсоединить. Давай провода надо. Давай опустим его. Все равно сейчас не подлезть. Это же есть запас проводов. Видишь какой? Давай теперь надо убрать вот эту поперечку. Придержи. Есть. Ну все. И все, мы его так и оставим. А мы достанем эту фигню? А мы не будем это доставать фигню. Нахера нам ее? Нам надо ее достать, посмотреть, что там внутри бака. Во, заборник. Так ты не почистишь бак, ничего. Я думаю, надо это открутить по периметру, вынуть, вычистить весь идеальный бак, и все будет работать. Ну надо все равно провода снимать. Ну да. Вот они, недостатки пескоструя. Этот песок, он просто повсюду. Открутили по периметру нашу вставку с подогревом. Если вы вдруг не поняли, то вот эти вот два выхода — это какой-то змеевик с антифризом. Какой змеевик? Гениальный. О, вся проблема на лицо. Сжался аж на бедный заборник, да? В общем, вот такая конструкция мне напоминает самогонный аппарат. Ребята, идемте сюда, здесь тоже очень интересно.
Идут или еще стоят? Стоят. Поднимайтесь, подходите ближе. Бяка, мяка. Вот наша задача как-то это все почистить. Ну, это элементарно, Ватсон. Вот туда все? Да. Ну давай, будем как-то пробовать. Я только не пойму, это бак из металла или из все-таки он какой-то, блин? С какой-то метровейки, наверное. Ну, что-то он вообще ржавчины на нем нет. Странно. Но вот эта вот система, я думал, там будет такой массивный генератор, а там просто... А ее достаточно. Топливо же не Одно и надо то же. нагревать до 90 градусов. Оно просто его, чтобы не было кизика. Вполне себе. Ну, именно под заборниками как раз. Так, ну сейчас чуть-чуть очистили эту сторону, а вот с этой стороной будет проблема. Откручиваем спускник и будем сейчас сливать все, что мы здесь нам удалось. Это не ржавчина, это вода замерзшая. Ну, она как с ржавчиной, но можно сказать замерзшая вода. По заборнику. Пришлось нам поменять с заборника Вибасты. Поставили сеточку на основной заборник. Она чистенькая, все почищено классно. Возникла маленькая проблема, это лопнутый вот этот поплавок, оригинальный зиловский, вот трещина, и он был набрат на половинку топлива. Так что ставим вот с Вольвы, Юра выделил, тоже он сейчас подойдет, ставлю его сюда и можем устанавливать уже нашу, оп, и все, да? Ну, куда вроде не денется. Сейчас лучше обожму. Ну, ты же знаешь, чем это заканчивается? Нормально все. Пальцами? Нет. Ничто не портит веш, как делать чуть-чуть лучше. Все отлично, видишь, зато теперь не вращается ничего. Все, сейчас дочистим бак, потому что нам пришлось его немножко там подогреть. Подогрели феном, чтобы растаял лед. И сейчас будем туда тряпками что-то пытаться делать. Но наш заборник уже готов к установке. Сделано специальное приспособление. Очиститель бака Pro. Работает. Вычистили тряпочками, палочками, чем только не чистили. Вон лежат тряпки, но все чисто. Там внутри вот на дне это уже такая минимальная коррозия. Ну, главное, что вот там все хорошо. Вот, нигде никакой чемери нету. Все четко. Все, собираем обратно заборник и закидываем наш бак. Единственное, вот там нужно сейчас пройтись красочкой. Да ничего. Все. Наживляем 33 болтика. 33 коровы. Непонятно, для чего здесь целых 3 вентиляции бака. 3 сапуна. 1, 2 и 3. В 2 сторонах и тут по центру. Типа на уклон пошел, чтобы топливо заполняло бак? Или что, я не понимаю. Ну ладно. Может быть, опытные зрители нам напишут. Немножко прикурили мы. Один патрубок я нашел, а второй не нашел. Поэтому сейчас поеду в магазин. Вот, нужно их поменять, потому что здесь ответственный узел, антифриз. А сами знаете, зимой антифриз. Как говорил один водитель, залить антифриз легко, а вот удержать его там, это очень сложно. Юра поехал на обед, ну а я сейчас поеду чуть попозже, потому что Галя там задерживается, и решил перед обедом сделать одно ответственное дело. Вы многие в комментариях писали, что нам нужно сделать раньше зажигания. Вот именно этим я сейчас и займусь. Момент впрыска, пусть так будет. Потому что, да, слишком мягко работает мотор, и я решил все-таки сделать. Так что сейчас откручиваю кастрюлю, снимаю воздушный фильтр, все эти подготовительные работы, и потом покажу вам. Снял фильтр воздушный, ну и здесь, смотрите, вот у нас есть метка, я сдвинул на где-то 3 миллиметра на 4. То есть сместил у нас насос, уже якобы сработал. То есть он раньше... На одну рисочку я сдвинул, но посмотрим, как он будет вести. Еще, как выяснилось, у нас вот здесь был откручен болт.
на втором креплении нашей муфты переходной. Все поджал, все зажал, перепроверил. Вроде должно работать. Так что сейчас отправляюсь за патрубком. Еще у нас здесь была проблема по топливу. Что-то тут поплыло у нас. Тоже это нужно устранить. Подсос воздуха — это всегда косяк. Особенно эти моторы очень сильно боятся. Да и как любые дизельные моторы. Здесь у нас вроде бы все сухо. После того, как мы сделали обратку с Лешей, вроде бы все тут стало нормально. Вот такой ремкомплект у меня есть. Когда-то кто-то из подписчиков нам прислал. И сейчас нам нужно поменять вот в этой колбе резинку. Стараться сильно ничего не пролить. Ну, бляха, смотрите, какая тут ржавчина у нас. Нехорошая. Чего себе, я в шоке. Ужас. Фильтр поменяем. Снял второй фильтр и офигел. Здесь такая же проблема. Полный фильтр ржавчины. Мне это совсем не нравится. Сейчас поменяем две резинки. Поставим новые фильтры. И нужно обязательно слить отстойник. Устанавливаю фильтра. Все резинки новые. Все должно работать. Также почистили отстойник. Как выяснилось, в отстойнике нормальная, хорошая соляра. Чистенькая. А в фильтрах почему-то вот такая. Стрёмная. Кончик мешает. Нифига. Просто и все. Все, закинули бак. Сейчас нам предстоит соединить все шланги, патрубки. И только после этого будем вставлять остальные болты. Мы наживили только нижние самые. Вот. Поэтому сейчас тут немало этих всех систем. Главное ничего не перепутать, да? Все понятно. Хорошо. Ну все, собираем. Мы все собрали. Мы поставили бак, все болтики закрутили, залили антифриз. Установил и аккумуляторы, правда, слабенькие, не знаю. Накачали помпочкой. Вроде бы все как бы готово к запуску. Так что сейчас попробуем запустить. Во-первых, поможет ли то, что я чуть-чуть сделал раньше в момент впрыска. Но, во-вторых, топливная система вся завоздушна. Ну, пробуем. Я расчистил ворота. Если он запустится, мы тогда откроем, потому что явно будет очень дымно. Так что, Грета Тунберг, пожалуйста, прости нас. Но нам нужно испытать новый угол впрыска. Офис, ты где? Юра, ты где? Дыма, ты где, дыма? Дыма, нет дыма. Наверное, я не в ту сторону все-таки крутнул зажигание. Сейчас поменяем в обратную. Думаю, все получится. Какая сказочная погода у нас. Проветривается гараж. Все в снегу. Запустили мазилка и, по сути, поставил я в самое крайнее положение.
топливную систему. Но все равно работает он чуть получше. Я уже клемму хотел запустить. Но все-таки как-то, я не знаю, мне не нравится запуск. Долго он запускается. Так. Надо, чтобы с полтыка заводился, но не уверен. Ну и вот здесь начал сальничек немножко привода насоса сопливить. Вот не знаю, чем это еще закончится для нас. Но прям там чуть-чуть он соплянул. Возможно, из-за того, что... Вам, наверное, не видно. Из-за того, что все-таки мороз очень большой. На улице у нас минус 20 сегодня. Ну, больше его мучить пока что не будем. Главное, что он на баке поработал. Он постоял здесь минут 10, наверное, поработал. Дым там еще не выветрился. Вот. Так что, значит, наша система и ремонт бака все-таки работает. Друзья, на сегодня это все. Огромное вам спасибо. Мы замерзли. Пойдем греться с Юрой. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. С вас жирнейший лайк, подписка и хорошее настроение.